Всем привет! Добро пожаловать в мою маленькую домашнюю мастерскую. Сегодня с вами будем вязать вот такого котика-тянучку. У него будут тянуться ручки, ножки. Для того, чтобы его связать, нам понадобится 2 мотка пряжи. У меня это будет голубой и белый. И голубой вот такой из неоновой серии Yarnart Jeans. Крючок 1,5 миллиметра. Если хотите связать именно вот такого, то еще понадобится розовый или какой-то другой дополнительный цвет, смотря какие цвета вы для себя выберете. Так. Еще нам понадобится немножко черного для глазок. Вот, холофайбер, естественно, 2 кусочка ткани для того, чтобы сделать из котика тянучку. Маркер, ножнички, в принципе, все. Я буду делать немножко другого котика. Вот я связала уже перед. Он будет у меня не весь полосатый, будет здесь белый и будет без вот этих усиков. Я просто вышью мордочку. Но как связать их, я вам расскажу. Я просто уже 2-й раз записываю видео. Первое снялось почему-то без звука. Я уже все связала, все вам показала, но оно почему-то получилось без звука. Я вот связала, уже вам показала, но я на словах расскажу. В этом ничего сложного нету. Вот. Приступаем к вязанию. Первое, что мы будем делать, это будем вязать мелкие детальки. Сначала лапки. Маленьких вот таких лапок нам понадобится 16 штук. Кольцо амигуруми 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем кольцо и в первую петельку делаем соединительный столбик. Вытягиваем просто ниточку подлиннее, чтобы пришить осталось, и обрезаем ее. Так. Все, и у нас получится вот такие маленькие кругленькие подушечки. Дальше вяжем большую подушечку, их надо 4 штучки. В кольцо амигуруми 6 столбиков без накида, вот у нас набранные есть. И второй ряд вяжем 6 прибавок. 1 прибавка, 2, 3, 4, 5, 6. Тоже делаем соединительный столбик, ниточку вытягиваем, обрезаем ее. Таких детальки 4 штучки должно быть. Так. Теперь давайте свяжем сердечко в кольцо амигуруми. Делаем закрепляющую петлю. Снимаем ее с пальчика кольцо. Набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Дальше вяжем столбик с 2 накидами. 2 накида. 1, 2, 3. Второй столбик с 2 накидами. 2, 3. Третий столбик с 2 накидами. Дальше 3 столбика с 1 накидом. 1. Второй столбик с 1 накидом. Третий столбик с 1 накидом. Воздушная петля. 1 столбик с 2 накидами. Воздушная петля. И в обратном порядке 3 столбика с 1 накидом. Первый,
второй, третий. 3 столбика с 2 накидами. Раз, два, три. 3 воздушные петли и в кольцо соединительный столбик. Обрезаем ниточку, достаем ее, а вот этот хвостик от кольца амигуруми затягиваем. Все, затягиваем посильнее. Вот такое сердечко у нас получается. Вот этот хвостик я сзади закрепляю узелочком и обрезаю. Все, таких нам понадобится 4 штучки на лапки. Если вы хотите украсить котика еще, вяжите 5 или больше. Может, сзади где-нибудь захотите сердечко сделать, на попке, например. Так, теперь глазки. Черную ниточку берем, кольцо амигуруми, 6 столбиков без накида. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Затягиваем. Второй ряд нам надо провязать 6 прибавок. Мы вводим в первую петлю крючок. Ниточку черную можно уже обрезать, убрать. Берем голубую и достаем эту петельку голубой. Провязываем первый столбик, второй в одну. Это первая прибавка. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Дальше вяжем соседнюю петлю соединительный и в следующую петлю тоже соединительный, и уже достаем, обрезаем подлиннее ниточку, чтобы пришить. Я не буду так делать, я распущу, потому что я уже связала глазик. Дальше берем иголочку с белой ниточкой и делаем блики в рандомном порядке, как получится у вас. Так. Ну, вот так. Все, это все завязываем на узелочки. Можно проклеить клеем, чтобы не распустилось. Обрезаем покороче, и у нас остается одна только длинная голубая ниточка для пришивания глазика. Так, я это распущу. Так, глазик есть, челочка еще. Челочка, смотрите, у нас состоит из 2 размеров. 2 покороче, 1 подлиннее. На те, что покороче, набираем 11 воздушных петель, на ту, что подлиннее, набираем 14 воздушных петель. То есть здесь у нас в работе будет 10, 11 петля это будет петля подъема, а здесь будет 13. 14 петля это петля подъема. Так, давайте свяжем коротенькую челочку. Набираем 11 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Во вторую петлю от крючка вяжем по цепочке 9 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. В длинной челочке будет 12 столбиков по цепочке. И в последнюю петельку, здесь в 10-ю, в длинной, в 13-ю вяжем 3 столбика без накида. Раз, два, три. И по обратной стороне вяжем 9 столбиков без накида в короткой, 12 в длинной. Пять, 6, 7, 8 и последняя 9. Соединительный столбик вытягиваем, обрезаем ниточку подлиннее для пришивания. Вот этот кончик тоже можно обрезать покороче. Так, все, челочка готова. Дальше рассказываю про вот эти усики. Значит, их вяжем в кольцо амигуруми 6 столбиков без накида. Это первый ряд. Второй ряд вяжем 6 прибавок. 12 у нас получится в работе столбиков. Третий ряд вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка 6 раз. У нас получится 18 столбиков в работе. Четвертый ряд вяжем 2 столбика без накида, 1 прибавка 6 раз. У нас получится в конце 24 столбика без накида. И пятый ряд вяжем 24 столбика без накида. Потом 2 детальки вместе сшиваем. И во время пришивания просто набиваете холофайбером. Пришивайте, набивайте холофайбером. Здесь тоже стоит пришить, чтобы не было пустого пространства к телу. Так, в принципе, ничего сложного. Я думаю, что я показывать не буду. Вот. На словах, я думаю, что все понятно. Дальше вяжем уши. Вяжем уши, берем белый цвет. Берем белый цвет. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вяжем. В первую петлю вводим крючок, вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Прибавка. Первую петельку провязали прибавки, вторую петельку достаем и довязываем ее голубой ниточкой. Прибавка. Провязали 2 столбика без накида. Первый, второй вяжем, петельку достаем и довязываем ее белой ниточкой. Второй столбик без накида. Дальше вяжем прибавка. Дальше вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Делаем прибавку. Первая петелька прибавки. Достаем белую. Берем голубую. Провязываем ее голубой. И второй столбик прибавки провязываем голубым цветом. Дальше вяжем 3 столбика без накида. 1, 2. Третий столбик не довязываем голубым, довязываем его белым. Прибавка.
Дальше вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Прибавка. Первый провязываем белым. Угу. И не довязываем его до конца. Первый белым. Довязываем до конца его голубым. Сейчас я вот эти ниточки завяжу и обрежу, чтобы они мне не мешали. Так. Они тут болтаются. Покороче их. Но не хотят ножницы резать. Так. Первый столбик прибавки довязываем голубым. И второй вяжем голубым. Дальше 4 столбика без накида. Голубым вяжем. 1, 2, 3. Четвертый столбик, голубую петельку достаем и довязываем ее белым. Дальше делаем прибавку. Вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем прибавку. Опять первую петельку белую достаем, довязываем ее голубой. Смотрите, сильно, да, не натягивайте, чтобы ушко не стянуть. Довязываем голубой и вяжем второй столбик без накида прибавки. Дальше 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. Пятый столбик достаем голубую петельку, довязываем ее белой. Довязываем белой. Снова делаем прибавку. Шесть столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прибавка у нас снова. Мы белую достаем, первую петельку прибавки, довязываем ее голубой. И вторую петельку прибавки провязываем голубой. Дальше вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Шестую достаем петельку голубым, а провязываем ее белым. Дальше делаем прибавку. Семь столбиков без накида. 1, 2, 3. Подтягиваем, чтобы не затягивалось ушко. 3, 4, 5, 6, 7. Делаем прибавку. Первую петельку вытягиваем белой, провязываем ее голубой, и вторую петельку прибавки провязываем голубой. Дальше вяжем 7 столбиков без накида. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Седьмой столбик достаем голубую петельку, а провязываем ее белой. Так. Дальше делаем, вяжем последний ряд с прибавками. Прибавка. 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Прибавка. Первую петельку прибавки достаем белую. Провязываем голубой. И вторую петельку вяжем голубой прибавки. И голубым цветом 8 столбиков без накида. 5, 6, 7. Так, а у нас где ушко? Белым я сшивала. Значит, мы 8 столбик провязываем голубым, берем белый и довязываем его белым. Чуть-чуть вытянем белую ниточку. Голубую можно обрезать. Где-нибудь внутри зацепиться, зафиксировать ее узелочком. Так. Обрезать. Угу. Все, обрезали. Так, складываем ушко пополам. И белым цветом, можно голубым. Я просто, у меня первая сшита белым цветом. Вот. Сшиваем за обе стеночки ушка столбиками без накида. Надеюсь, все понятно. Можете сделать ушко однотонным, соединительный столбик в конце. Если не хотите заморачиваться со сменой ниточки и так далее, можно сделать просто однотонные ушки. Все, 2 ушка у нас готовы. Теперь вяжем хвостик. Вяжется он точно так же, как ушко, по той же схеме, только одним цветом. Вот сейчас будем вязать хвостик. 6 столбиков в кольцо амигуруми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И можете по принципу хвостика связать ушко одним цветом. Так. Второй ряд вяжем. Прибавка. Два столбика без накида. Прибавка. 2 столбика без накида. Третий ряд вяжем. Прибавка. 3 столбика без накида.
Раз, два, три. Прибавка. 3 столбика без накида. Раз, два, три. 4-й ряд вяжем. Прибавка. 4 столбика без накида. Раз, два, три, 4. Прибавка. 4 столбика без накида. Раз, два, три, 4. Пятый ряд вяжем. Прибавка. 5 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5. Прибавка. 5 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5. Сейчас я обрежу это. Шестой ряд вяжем. Прибавка 6 столбиков без накида 2 раза. Первая прибавка. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вторая прибавка. Раз, два, три, 4, 5, 6. Седьмой ряд. Прибавка 7 столбиков без накида 2 раза. Прибавка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Прибавка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И восьмой ряд с прибавками. Прибавка 8 столбиков без накида 2 раза. Раз, два, 4, 5, 6, 7, 8. Прибавка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше нам нужно провязать 5 рядов по 20 столбиков без накида. Первую петельку ряда я вытягиваю белой, провяжу ее голубой. Смену цвета сделаю. Все, эти ниточки завяжу в узелочек и начинаю вязать 5 рядов по 20 столбиков без накида, без изменений. Провяжите их самостоятельно. Итак, смотрите, провязала я 5 рядов. У меня вязание закончилось. Сейчас у нас будет ряд с убавками. Нам нужно сложить хвостик пополам. У нас шли прибавки по краям, получается. И точно так же нам нужно будет делать убавки. Вот смотрите, у меня вязание закончилось 5 рядов четко. Вот 2 петельки следующие выходят на бок. То есть одна с одной стороны, другая с другой стороны. Я сделаю убавку и буду делать по ним убавки. Если же у вас вязание закончилось
чуть дальше или наоборот зашло сюда. Если зашло, то распустите чуть-чуть 5-й ряд. Вот сложите пополам, чтобы у вас 2 петельки, одна с одной стороны и другая с другой стороны, вот, были для убавки. Либо распустите, либо довяжите несколько петелек до вот этих 2. Дальше следующий ряд мы вяжем убавка, 8 столбиков без накида, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, убавка, 8 столбиков без накида, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Следующий ряд вяжем убавка, 7 столбиков без накида, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, убавка, 7 столбиков без накида, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше вяжем убавка, 6 столбиков без накида, раз, 2, 3, 4, 5, 6, убавка, 6 столбиков без накида, раз, 2, 3, 4, 5, 6. Смотрите, я сейчас один ряд осталось нам провязать. Я сейчас немножечко, буквально капельку, наполню хвостик холофайбером. Совсем чуть-чуть, не так, чтобы он был полностью набит и торчал, а вот буквально чуть-чуть, чтобы он просто был не пустой. Все, вот буквально чуть-чуть. И вяжем последний ряд. Убавка 5 столбиков без накида 2 раза. Убавка. Раз, 2, 3, 4, 5. Убавка. Раз, 2, 3, 4 и 5. Все, разворачиваем, складываем пополам и провязываем за обе стеночки столбиками без накида. Раз, 2, 3, 4, 5. Соединительный столбик, ниточку покороче, потому что хвостик мы будем ввязывать. Все. Хвостик готов. Сейчас уже будем приступать с вами к ручкам. Ну и у нас останется тело.
Давайте берем белый цвет. В кольцо амигуруми набираем 8 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Набрали. Затягиваем кольцо. Второй ряд вяжем 8 прибавок. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая прибавка, седьмая и восьмая. Провязали второй ряд, 8 прибавок. Ставим маркер. Дальше третий ряд вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка 8 раз. Столбик без накида, первая прибавка, столбик без накида, вторая, столбик без накида, третья, столбик без накида, четвертая, столбик без накида, пятая, столбик без накида, шестая прибавка, столбик без накида, седьмая прибавка, столбик без накида, восьмая прибавка. Дальше вяжем четвертый ряд, 2 столбика без накида, 1 прибавка 8 раз. Раз, два, столбика без накида, первая прибавка, раз, 2 столбика, вторая прибавка, раз, 2 столбика, третья, прибавка, 2 столбика без накида, четвертая, 2 столбика без накида, пятая, 2 столбика без накида, шестая, 2 столбика без накида, седьмая прибавка, 2 столбика без накида, восьмая прибавка. У нас получается в работе 32 столбика без накида. Теперь нам нужно 5-9 ряд, это 5 рядов, провязать без изменений по 32 столбика без накида. Провяжите самостоятельно. Итак, провязали 5 рядов по 32 столбика без накида. 5-9 ряд вяжем 10 ряд, 2 столбика без накида, 1 убавка, 8 раз. Раз, два, первая убавка, раз, два, вторая, раз, два, третья, раз, два, четвертая, раз, два,
5, раз, 2, 6, раз, 2, 7, раз, 2, 8. Так, у нас получается в работе 24 столбика без накида. Теперь 11 ряд провяжите самостоятельно 24 столбика без накида. Провязали 11 ряд, 24 столбика без накида, вяжем 12 ряд, 2 столбика без накида, 1 убавка, 6 раз. Раз, 2, первая убавка, раз, 2, вторая, раз, 2, третья, раз, 2, четвертая, раз, 2, пятая, раз, 2, шестая. Провязали 12 ряд, вяжем 13, 18 столбиков без накида. Свяжите самостоятельно. Итак, смотрите, провязала я 13 ряд, 18 столбиков без накида, набила ручку. Набиваем не сильно плотно, но и не слабо, средней плотности делаем набивку, так, чтобы она спокойно жмякалась так и не была дубовая при этом. Дальше вяжем 14 ряд, 1 столбик, 1 убавка, 6 раз. Первая убавка, столбик без накида, вторая убавка, столбик без накида, третья убавка, столбик без накида, четвертая убавка, столбик без накида, пятая, столбик без накида, шестая. Дальше 15 ряд, вяжем 12 столбиков без накида. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И последний ряд ручки белого цвета вяжем 1 убавка, 4 столбика без накида 2 раза. У нас должно остаться в работе 10 столбиков без накида. Убавка, раз, 2, 3, 4 столбика без накида, убавка, 4 столбика без накида. Раз, 2, 3. И 4 столбик без накида мы не довязываем. Берем голубую ниточку. Бежала она у меня далеко. Довязываем его голубой ниточкой. Белую обрезаем. Дальше нам нужно будет провязать голубой ниточкой 70 рядов по 10 столбиков без накида, либо просто 700 столбиков без накида по кругу. Давайте я сейчас чуть-чуть провяжу, чтобы закрепить эти ниточки. 2,
рядочек 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, пока вытянем, чтобы не распустилось. Завяжем узелок, надеваем в иголочку белую ниточку, джинс. Сейчас я это сделаю за кадром и будем формировать нашу ладошку. Так, вот у меня иголочка с ниточкой. Теперь нам нужно сформировать с вами вот такие подушечки. Мы берем нашу иголочку, вводим где-нибудь в серединке, вправляем холофайбер, чтобы оно было все ровненько. Вот, выводим, да, насквозь ручки, выводим ниточку. Что-то это, мне кажется, не... А, нет, нормально. Придерживая вот этот хвостик, мы намечаем первый наш пальчик, вводим туда же иголочку, куда вводили, и выводим в том же месте. Выводим, придерживая все, затягиваем. Так, нет, мне не нравится, надо чуть-чуть повыше поднять. Вот. Затягиваем первый пальчик. Дальше также обводим ладошку, вводим в ту же дырочку, куда вводили, выводим туда же, придерживая, боже, где фокус, придерживая вот эту ниточку, чтобы она не убежала. Затягиваем второй пальчик и третий делаем точно так же, обводим по кругу, вводим куда вводили и также затягиваем. Дальше что мы делаем? Куда-нибудь в соседнюю дырочку выводим и выводим в ту же, в которую вводили. Вот. Все хорошенечко затягиваем, обрезаем, завязываем узелочек, обрезаем покороче, можно спрятать, как получится, наши хвостики. Вот такая лапка у нас получается. Что мы делаем дальше с этой лапкой? Ну, я это буду делать уже, когда полностью лапка будет связана. С одной стороны мы пришиваем к лапке сердечко, а с другой стороны мы пришиваем к лапке на каждый пальчик маленькую подушечку. Красиво столько навязано. И в серединку пришиваем большую подушечку. 4 маленьких и 1 большая в серединке. Так, все. Теперь вяжем с вами. Вот я первый ряд уже связала, первые 10 петелек. Первый ряд мне еще надо связать 69 рядов по 10 столбиков без накида. Вяжем 70 рядов всего по 10 столбиков без накида. Ручку, вот эту тянучку. Итак, провязали мы 70 рядов по 10 столбиков без накида. Последнюю петельку не довязываем. Довязываем ее
белой ниточкой. Так. Довязываем ее белой ниточкой и вяжем первый ряд нашей лапки. Ее мы будем вязать в обратном порядке, точно так же, как это, только в обратном порядке. Вяжем прибавка, четыре столбика без накида, раз, два, три, четыре, прибавка, 4 столбика без накида. Раз, два, три, 4. Следующий ряд вяжем 12 столбиков без накида, без изменений. Провяжите самостоятельно. Провязали ряд 12 столбиков без накида. Вяжем следующий ряд 1 столбик без накида, 1 прибавка, 6 раз. Столбик без накида, первая прибавка, столбик без накида, вторая, столбик без накида, третья, столбик без накида, четвертая, столбик без накида, пятая и столбик без накида, шестая прибавка. 18 столбиков у нас в работе. Теперь провяжите 18 столбиков самостоятельно, один ряд. Провязали самостоятельно один ряд 18 столбиков без накида. Вяжем следующий ряд 2 столбика без накида, прибавка 6 раз. Первая прибавка, раз, два, вторая, раз, два, третья, раз, два, четвертая, раз, два, пятая, раз, два, шестая. 24 столбика у нас в работе. Провяжите один ряд 24 столбика без накида. Провязали ряд 24 столбика без накида. Вяжем следующий ряд, последний с прибавками, 2 столбика без накида, 1 прибавка, 8 раз. Раз, два, первая прибавка, раз, два, вторая, раз, два, третья, раз, два, четвертая, раз, два, пятая прибавка. Сейчас. Раз, два, шестая, раз, два, седьмая, раз, два, восьмая прибавка.
Теперь у нас в работе 32 столбика без накида. Теперь нам нужно провязать 5 рядов по 32 столбика без накида, без изменений. Провяжите самостоятельно. Так, провязали 5 рядов по 32 столбика без накида. Вяжем следующий ряд. 2 столбика без накида, 1 убавка, 8 раз. Первая убавка. Раз, два, вторая. Раз, два, третья. Раз, два, четвертая. Раз, два, пятая. Раз, два, шестая убавка. Раз, два, седьмая. Раз, два, восьмая убавка. Провязали. Следующий ряд вяжем 1 столбик без накида, 1 убавка, 8 раз. Столбик без накида. Первая убавка. Столбик без накида. Вторая. Столбик без накида. Третья. Столбик без накида. Четвертая. Столбик без накида. Пятая. Столбик без накида. Шестая. Столбик без накида. Седьмая убавка. Столбик без накида. Восьмая. На этом этапе наполните ручку холофайбером. Здесь практически пусто, у основания должно быть. Весь холофайбер должен быть вот здесь. И не сильно плотно. Средней плотности набивайте ручку. Набили. Вяжем последний ряд. 8 убавок. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. 7. 8 делаем соединительным столбиком. Обрезаем ниточку. Вытягиваем ее. Сейчас я вставлю в иголочку. Так, вставила иголочку. И смотрите, по кругу иголочкой не за внутренние, а снаружи, за петельки. Собираем. Так. Собираем. И затягиваем, подворачивая вот этот краешек туда, вовнутрь. Чтобы оно сильно не... Лучше вот этой палочкой. Что у меня здесь? Вымазала. Видите, вымазала, но ничего страшного.
подворачиваем как бы верхушечки петелек вовнутрь и затягиваем хорошо. Сейчас я попробую оттереть. Затянули. Завязываем узелочек. За кадром, ладно. Затянули, завязываем узелочек где-нибудь. Можно выйти куда-нибудь, смотрите, не влазит. Берем с этой стороны ножку. Так, чик. Где у нас будет? Вот так будет ножка смотреться. Вот так мы ее будем. И здесь в серединку куда-нибудь выйти. Оп. И здесь завязать узелочек и спрятать ниточку. Спрятать ее, обрезать. И делаем с этой стороной ручки то же самое, что делали такую же утяжку, какую здесь. Только еще раз повторяю, ложите к себе ладошку вверх, вот так протягиваете, чтобы в одну сторону смотрела. И вот здесь, получается, уже делаете ручку, чтобы она вот так вот не была. Точно так же делаете утяжки такие же. Так. Дальше приступаем к телу. К телу мы приступаем. Берем голубую ниточку. Сейчас. Так, набираем цепочку из 26 воздушных петель. Всего в работе у нас 25. 26-я это петля подъема. Начинаем по цепочке в обратную сторону вязать столбиками без накида 25 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. И в 25-ю петельку мы вяжем 2 столбика без накида. 25 и 26. Делаем петлю подъема, разворачиваем, начиная со второй петли, первую пропускаем, потому что эту петлю мы, то есть 26-ю петлю в каждом ряду мы вяжем для того, чтобы у нас шло ровное полотно. Начинаем всегда ряд со второй петли. Первую, вот эту 26-ю пропускаем. В обратную сторону столбиками без накида вяжем 25 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24. И в последнюю 25-ю мы вяжем 2. 25, 26. Берем нашу белую ниточку. Петлю подъема делаем белой ниточкой. Петля подъема. Разворот. Начиная со второй петли. Вяжем в обратную сторону 25 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. И начиная с третьего ряда и до конца вязания 26-ю дополнительную петлю мы вяжем в боковую стеночку. 26-я, делаем петлю подъема, разворот. И снова, начиная со второй петли, вяжем в обратную сторону 25 столбиков без накида. Вяжем 25 столбиков без накида. Так нам нужно провязать с вами 30 рядов по 25 столбиков без накида. Когда меняем цвет, ниточки ничего не обрезаем. Сейчас я покажу. Потом просто при пришивании ткани к полотну мы спрячем ниточки, которые будут видны из-за перехода. 24, 25 и 26 мы вяжем в боковую петельку. Видите, берем голубую ниточку, петлю подъема делаем, сильно ее не затягиваем, чтобы она не стянула нам полотно. Делаем разворот и начинаем уже голубым вязать в обратную сторону. 25 по 2 ряда. Можете делать по 3, по 4, это уже на ваш вкус. Нужно связать 30 рядов. Провяжите 20, в 21 встретимся с вами и будем ввязывать хвостик. Итак, смотрите, провязала я 20 рядов. Вяжем 21 ряд. Петлю подъема делаю голубым, перехожу на голубой цвет. Вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Берем наш хвостик и ввязываем его в 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Довязываем до конца ряда 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И дополнительную петельку в
бок провязываем 11 петля подъема, разворачиваем, вяжем в обратную сторону, снова 25 столбиков, 26 в бок, и так довязываем еще 9 рядов, то есть всего у нас должно получиться 30 рядов. Так, это мы довяжем. Я тут уже начала оформлять вторую лапку, вот одну сторону оформила, вторую осталось. И давайте с вами оформим голову. Получается, я пришила глазки, пришила челочку, посерединке длинную, по бокам коротенькие, пришила сердечко. Сейчас иголочку возьму. Так, глазки оформляем. Берем черную ниточку. Так, вот в этом ряду. Вот зацепилась за белую. Так. Стрелочку делаем. Вы, в принципе, можете глазки как пожелаете оформить, как захотите сами. Может, у вас другие глазки будут. Можете сделать глазки, как у зайки, тянучки в мастер-классе. В серединку тоже ввожу иголку, захватываю вот эту стрелочку и вывожу опять в ту же дырочку, куда вошла, для того, чтобы зафиксировать, чтобы не падала стрелочка эта, да, чуть перетянула, не затягивайте сильно. Вот. Так. И снизу тоже делаем. Вот здесь. Смотрим, чтобы ровно было. Выводим сюда же. Делаем 2 стрелочки. Вот эти реснички. Первая. Вторая. Так. Теперь делаем бровки. Так. Смотрим, чтобы одинаково были. Так. Бровки, глазки сделали. Такой милый котик получается. Теперь я сделаю такой носик. Вот такой носик буквой Т. Дальше сделаю так. Это уже полная импровизация, девочки. Делаю усики.
есть раз, два, три. Раз, два, три. Угу. Все, в принципе, мне нравится. Вы, если хотите, вместо вышитых усиков, вот я вам рассказывала, как связать такие, можете связать, пришить такие, здесь вышить носик, здесь ротик. Мне просто этого котика захотелось сделать попроще. И еще один момент. Значит, у этого котика, сейчас я отложу, чтобы не распустить. У этого котика ушки пришиты к передней части, да, тела, к голове. То есть берете ушко и наискосок пришиваете. Я еще подумаю, потому что мне хочется этому котику сделать ушки, вшить их, когда буду обшивать по кругу уже игрушку, соединять ее. То есть мне хочется сделать эти ушки вверху. Видите, котик вроде связано точно так же. Все, ничего. Там буквально одна деталька, да, другая, но игрушка уже совсем другая. То есть можете сделать и такого, да, можете сделать и такого котика. Он, кажется, такой миленький получается. Поэтому я, скорее всего, ушки сделаю ему вот так. А вы, если хотите, как у того котика, то пришиваете к телу. И не забывайте, что здесь в серединке ушка тоже к уголочку, чтобы они не топорщились, пришить. Все, я сейчас довяжу то тело, с хвостиком. Пришью ткань на один, я не знаю, показывать вам или нет. Ну, покажу, как пришивать. Пришью ткань. И будем уже собирать игрушку. Итак, смотрите, я все довязала. Здесь уже даже пришила ткань сзади. Решила вставить шуршалку внутрь тела. Вы можете вставлять в ручки. Я все сделала коготочки еще. Можете их делать, можете нет. Это уже на ваше усмотрение. И ушки. Значит, пришиваю вторую ткань, подворачиваем и по кругу, по периметру шьем. Потом в отверстие добавляем холофайбер. Сейчас. Так. Холофайбер добавляем и зашиваем до конца. Итак, готовы у нас две части. Берем наши ручки, берем крючок. Ручки мы будем вставлять примерно на уровне глазок. Я помечу маркером. Раз. Два. Так. И соединяю еще маркерами
уголочки. Какой-то плохой. Маркеры ужасные. Ужасного качества. Причем как и бюджетные, так и дорогие. Так. Соединяем. Все, соединили. Берем крючок, ниточку. Я буду обвязывать голубой, можете белый. И сшиваем 2 детальки столбиками без накида. Сшиваем до маркера, где у нас будет ручка. Шуршит. Хорошо цепляем. Смотрите только так, чтобы не стягивалось. Так. Вот у нас уже маркер. Мы его убираем. И столбиков 5 провязываем только переднюю часть. Сейчас, что это такое? 1, 2, 3, 4, 5. Берем нашу ручку. Вставляем сюда. И дальше продолжаем обвязывать уже снова за обе части. Я надеюсь, простите, я из кадра не убегаю, потому что неудобно. Вяжем до уголочка. Так, я сняла маркер. До уголочка вяжем. И на уголочек в одну
3 петельки. Так, дальше смотрим, где у нас будут ножки, плюс-минус. Я провяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значит, и с этой стороны 6. Нет, 5 провяжу. 5, 5, 5 на ножке. И 5 между ножками будет. Раз, 2, 3, 4, 5. Ножку в бок. По переду 5 только. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь 5 отступаем. 1, 2, 3, 4, 5. В шестую. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5. Так. Со второй ножкой то же самое. 5 по переду. Дальше 5 до уголка вместе. Уголок 3 в одну. Тут не до маркера, отступая. Ну, вот примерно смотрите, где закончилась, на каком ряду у меня. Это ручка. То есть вот по ряду до сюда я свяжу вместе, потом по переду на ручку только, потом снова вместе. И встретимся, я покажу, как я буду ввязывать ушки. Итак, смотрите, довязала я до края, сделала тоже на уголочке 3 петельки в одну. Беру ушко, вставляю между и, получается, ввожу в стеночку переднюю, в ушко и в заднюю. Соединительным. В следующую стеночку, в ушко, в заднюю. Соединительным. Следующую. Соединительным. Следующую. Соединительным, как бы пришиваем. Так, соединительным. И последнюю соединительный. Дальше вяжем столбики без накида. Захватывая пришитую челочку.
У нас, видите, ушко закончилось ровно, где вторая челочка начинается, так что заканчивается, смело вяжем вот до сюда. Это у меня так получилось, у вас может получиться по-другому. Вставляем второе ушко. И точно так же соединительными и в ушко, и в переднюю часть, и в заднюю. Вставляем крючок. Вообще неудобно под камеру это делать. Так. 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 Сложно под камеру. Так, если не под камеру будете ввязывать, ничего сложного в этом нету. Соединительными. Соединительными. И последний. Соединительный. И в уголок. Раз, два, три. Так, соединительный не будем делать. Просто вытащим. Просто вытащим. И выводим сюда сзади. Так, а вторую выводить будем в то же отверстие, что первую вывели, а ввели крючок, чтобы вывести рядышком. Так, не получилось все достать. Так. Все, завязываем узелок, обрезаем. Все, прячется ниточка сама. Холофайбер распределяем. Ну вот. Котик готов. Надеюсь, у вас тоже получится связать такого котика. Буду благодарна вашим пальчикам вверх. Если что непонятно, пишите в комментариях. И легких вам петелек.